В этом видео вы узнаете 3 явных признака того, что ваши отношения нуждаются в реанимации. Признак номер 1. Первый признак. Вы просыпаетесь утром, вы живете в одном доме, вы в отношениях. Вы просыпаетесь утром и понимаете, что вы особо-то и не здороваетесь по-нормальному друг с другом. То есть, когда вы начинали встречаться, ваша встреча утром, она была хоть немножко похожа на те встречи, когда у вас были до совместного проживания. То есть, вы видели друг друга, говорили друг другу «доброе утро», либо в какой-то другой форме выражали приветствие, и это было радостно. А сейчас вы приходите заспанная, допустим, на кухню, или ваш партнер приходит заспанный на кухню, и вы бурчите что-то, а может быть сразу даже начинаете говорить о каких-то проблемах, делах, или ты мусор не вынес, да? То есть нет каких-то форм, привычных для вас ранее объятий, может быть поцелуев или просто доброе утро, но с улыбкой. Соответственно, рекомендую вам, обратите внимание, как вы встречаете друг друга с партнером первый раз в начале нового дня. Признак номер 2. Когда вы, либо ваш партнер, то есть один из вас, утопает полностью в своих делах, погружается в какое-то свое дело, может быть в работу или в хобби с головой, вы начинаете злиться. И это не потому, что он вас не замечает, это потому, что в этот момент что-то активируется в вас такое, что вы сами не понимаете, но вдруг вам хочется ругаться, придираться или вспоминать какие-то проблемы, которые были у вас недавно и которые остались нерешенными. Скорее всего, так происходит, потому что у вас в паре не выработана культура высказывать друг другу претензии свободно. Большинство людей не умеют красиво конфликтовать, не умеют ругаться красиво, не умеют высказывать свои недовольства. Мы часто стесняемся это сказать, потому что в детстве нас учили, что это плохо. Молчим, терпим, а потом нас прорывает. И, естественно, нас прорывает в тот момент, когда нам кажется наиболее безопасно. Если партнер утонул в своих делах, с головой погрузился в изучение в компьютере, может быть, каких-то таблиц, или он читает новости, которые ему нужны по работе, вам кажется, что в этот момент вам проще донести ему свою претензию, или наоборот, он так по отношению к вам, так как вы заняты, и будете отвечать немножко поверхностно, лишь бы поскорее решить эту задачу. И поэтому вот все это вырывается наружу. Да? И такие отношения действительно нужна им реанимация, потому что очень важно научиться все-таки чувствовать, что что-то вам не нравится, и сразу это вносить в контакт, говорить партнеру. Потому что если вы будете на протяжении долгих лет делать вот так, то есть взрываться, когда партнер чем-то очень увлечен и занят, это приведет к ссорам. Когда человек увлечен, занят своим делом, он не хочет, чтобы ему приносили разговоры, которые сейчас не совсем к месту, которые уместно было бы обсудить в другое время. Ну, пункт номер 3, он самый у нас остренький, с перчинкой, он про секс. Если вы замечаете, что как в анекдотах у вас периодически якобы болит голова, а на самом деле она не болит, то есть вы избегаете сексуального контакта и не можете сказать прямо о том, что вы сейчас не хотите по каким-то причинам, то здесь тоже есть что подлечить. Почему? Потому что если так будет продолжаться долго, то будет, как в анекдотах, дальше измены, расставание, негодование, ничего хорошего в этом нет. Это может быть как со стороны женщины такое поведение, так и со стороны мужчины. Может быть, я слышала такие истории, что мужчины приходят домой после работы очень поздно, когда жена уже ложится спать. Ну, например, таким мужчинам повезло, если их жена любит правильное питание, рано вставать, рано ложиться, и тогда им еще хоть как-то легче. Но это на самом деле очень трагично. Это очень такой явный звоночек, что стоит уделить внимание отношениям и поработать с проблемами. Если вам было полезно это видео, подписывайтесь на канал. Это канал про отношения. Здесь много интересных видео. Пишите ваши вопросы в комментарии. Я читаю все вопросы, все комментарии, читаю, просматриваю и стараюсь отвечать по мере возможности. До встречи!